Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске Майя Хромых, Этери Тутберидзе обладает невероятной энергетикой, которая придает сил окружающим ее людям. Алексей Железняков, Алена Косторная расцвела, она сейчас в семье. Также рад, что вернулась Александра Трусова, это здорово. Алина Загитова рассказала о том, как стала спортсменкой с мировым именем. Фигуристка из группы Тутберидзе Майя Хромых дала интервью, в котором в числе прочего рассказала, с чего началась ее работа с командой заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В то время у меня было сотрясение, и мы решили, пора что-то поменять. Этери Георгиевна была в Пхенчхане на Олимпиаде, и мы обратились к Сергею Розанову, он, видимо, спросил у Этери Георгиевны, и она разрешила перейти. Изначально я к Этери Георгиевне не то чтобы не просилась. Скорее боялась тех самых слухов, о которых говорили раньше, что все очень жестко, что сюда не стоит идти. Я и маме говорила, не пойду, боюсь, а потом что-то в голове щелкнуло. Когда пришла, даже не представляла, что будет, смеяться боялась, привыкла, что смех на тренировках под запретом. Где-то год у меня ушел на то, чтобы привыкнуть. Постепенно приходило осознание, что мне так лучше. Меня пугала неизвестность, поначалу вообще наотрез отказывалась, а потом подумала, здесь же все-таки результат, у всех все получается, и все живы-здоровы. Мы же видели, что ребята ходят довольные, веселые. В то время лупс и флип практически не прыгала, Ридбергер был не очень. Сергей Александрович мне флип немного поставил, но все равно стабильностью не пахло. А потом приехала Этери Георгиевна, посмотрела на меня, исправила ошибки на лупсе, и как-то он у меня пошел. Этери Тутберидзе обладает невероятной энергетикой, которая придает сил окружающим ее людям. Также Майя Хромых объяснила, почему удалилась из соцсетей после Кубка Первого канала. Почти все называют самым ярким воспоминанием сезона Кубок Первого канала. Подозреваю, для вас он был скорее нервным, чем радостным. Атмосфера там необычная, все друг друга поддерживают. Но в произвольной я не так психологически настроилась, и это, возможно, меня встряхнуло перед финалом Кубка. Потому что тогда я очень переживала, что, может быть, из-за меня мы проиграли. Первые дня 3 после соревнований было очень стыдно. Вы так глубоко переживаете эти эпизоды. Просто все очень старались, а я еще и бабочку сделала. Это вообще было ужасно, чуть под лед не провалилась от стыда. Но потом решила, все, хватит расстраиваться, нужно просто дальше работать для себя и не обращать ни на кого внимания. Плюс я поняла, что сейчас, возможно, начнут говорить, что из-за меня команда не выиграла. Удалила все соцсети, месяца полтора никуда не заходила. Может быть, именно эти радикальные меры мне и помогли. Спокойно тренировалась, разбиралась в себе, меняла что-то. Получается, в соцсетях про себя все-таки читаете. Не то чтобы читаю, просто все равно нет-нет, да и попадется. В какой-то момент для себя поняла, что весь этот бред пишут люди, которые мало что знают о ситуации. Вот надо им какую-то ерунду написать, и все тут. Сейчас ко всему этому шуму отношусь проще. Иногда даже смешно бывает, сообщила Майя Хромых. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился впечатлениями от возвращения фигуристки Александры Трусовой в Хрустальный. Какие у вас эмоции от возвращения Трусовой? Я про Алену говорил это, могу сказать то же самое и про Сашу, мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы, мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она вернулась, это здорово. Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Даниил Глейхенгаус как-то сказал, двери открыты для всех. Я говорил, что для меня лично это было неким предательством. Все понимают, что у нас с Плющенко сложились не очень добрые отношения. И когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но надо уметь всегда прощать. Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают.
По психологическому состоянию видно, что ребенок был не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет. Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и все сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях. Посмотрите на Алену Косторную, она расцвела, она сейчас в семье. Это получилось как возвращение блудного сына, вернулся в семью и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии. Вы упомянули Алену Косторную, можете сравнить то состояние, в котором она пришла и в котором она сейчас. Разница видна, да и всем болельщикам это видно. В стабильное психологическое состояние она вернулась. Она теперь чувствует себя комфортно, работает и пашет как все. Как она сказала, теперь я чаще улыбаюсь, теперь она улыбается по-настоящему искренне и не наигранно. Сейчас чувствует себя прекрасно, как раз то, что надо для серьезной работы. Можно сказать, что с Сашей будет то же самое. Вполне может быть, главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности, не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что я ракета. Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть 5 четверных. Убиться, но прыгнуть, вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с легким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьезный уровень. Сейчас она вернулась в семью, уверен, что все ее примут и без злобы. Как Алену Косторную все приняли, так произойдет и с Сашей. Пройдет недельки-две, она успокоится и все встанет в свое русло, сказал Железняков. Какие шансы на то, что после возвращения Саша сможет чисто откатать программу, где будет 5 четверных прыжков? Это только одному Богу известно, прыгать 5 четверных в программе – это очень сложно. Нужно же еще, чтобы была правильная подача и интерпретация в плане хореографии, эмоций. И прыгать при этом 5 четверных – это нечто на космическом уровне, у меня есть сомнения по этому поводу. Саша атлетически серьезно готова к таким вещам, поэтому вполне может это сделать, но как хореограф могу сказать, при 5 четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую, и конкурировать в этом плане с Анной Щербаковой. Здесь нужно найти какую-то золотую середину. Да и 5 четверных – это довольно опасная история, поэтому нужно, чтобы было все уравновешенно. Даже по комментариям во время чемпионата мира можно было увидеть, хоть взяла 3-е место, но программы-то не было. Был заход-прыжок, никаких компонентов не было. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как стала спортсменкой с мировым именем. Моя карьера во взрослом мировом фигурном катании успешно и стремительно началась с ряда побед на главных стартах сезона. Победа на финале Гран-при 2017, золото на чемпионате России и золотая медаль на чемпионате Европы. И всего через месяц, в феврале 2018 мне удалось исполнить мечту любой спортсменки – победить на Олимпийских играх в Пхёнчхане. И казалось, оставался последний шаг к завоеванию всех существующих мировых титулов, чемпионат мира в марте 2018 года. Я верила, что смогу это сделать, я старалась изо всех сил, но заняла лишь 5-е место, что стало для меня огромным вызовом. Мне пришлось начинать все заново, настраивать и мотивировать себя, тренироваться изо всех сил, в общем посвятить все время и мысли одной цели. После долгого и тяжелого года тренировок я вернулась на чемпионат мира в Японии в марте 2019 года. Сказать, что я нервничала перед стартом, это ничего не сказать. Благодаря невероятной поддержке моей команды, семьи и болельщиков мне удалось преодолеть все препятствия и стать чемпионкой мира. Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких – вот что делает из нас настоящих чемпионов, сообщила Алина Загитова.